Привет! Вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода. С нами сегодня Алексей. Приветствую. Да, и замечательный самозарядный карабин Симонова. Я его вижу первый раз. Сейчас будем рассказывать, показывать, постреляем. Подготовили там мишеньки прикольные. Подписывайтесь, лайки, колокольчики. Мы в НСК Ранчо, короче. Погнали. Так, чё, Лёш, чё помнишь, расскажи, я если что дополню, почитал. Про данный начну. Карабин 53-го года. Ага. Карабин 51-го, да. Извиняюсь. По сути, это карабин-вампир. Вот так вот. Да, потому что в основном используется в ночное время на засеках. Для этого у нас установлен ночник, прибор ночного видения, и дульный тормоз-компенсатор у нас ДТК закрытого типа. Для удобства проведения охот. Ну, вообще, что сказать про СКС? Для всех он известен больше как СКС у нас в стране, в ближнем зарубежье. В США он известен как СКС-45. Вот. Данное оружие до сих пор на вооружение многих стран третьего мира, которые вчера от копий отказались, перешли все на ППШ и СКС. Немедленно. Да. Также на вооружении он стоит российской армии, почетные караулы, все с ним. На вооружении у военизированных охран, тот же СКС. То есть в данный момент это также до сих пор действующее оружие. Хотя разрабатывалось оно с 40-х годов, разработка пошла. Выпустились первые образцы, это 49-й год, и в 50-м пошли они в серию. Произведено их более 15 миллионов экземпляров. Это СКС. Ничего себе! 15 миллионов, вот можно... В принципе, если мы на него посмотрим, мы посмотрим на автомат Калашникова, мы найдем очень-очень много одинакового. Неожиданно причем, да? Неожиданно, да. Совершенно неожиданно. Например, даже вот сразу в глаза бросается. Да. Это вот место. Ага. В данный момент производится в калибрах 7,62, 366, Ланкастеры, Манкастеры, 9х6 даже есть производство. Ничего себе. Архар такой есть, карабин для охоты, тоже на его базе. На его базе, да. То есть множество модификаций, множество тюнинг, ложи. Есть магазины, которые... Вот здесь у нас магазин неотъемный, то есть он максимум... Сейчас... Вот, раскладывается, неотъемный. В тюнинге от американцев, не помню название фирмы, переобуваешь его, это автомат Калашникова. Вот на первый взгляд не отличишь. То есть уйма тюнинга на него. Ну, то есть безотказный. Зарядку мы, соответственно, производим либо снизу, либо сверху. С помощью обоймы. Да, с помощью обоймы сверху можно зарядить. Так, прицельное приспособление у нас на километр. 1000 метров, да. Но результативная, удобная стрельба это 400 метров. Ну, в принципе, как и на всех гражданских. Да, потому что патрон, скажем, здесь 7,62 на 39. То есть, ну, как от нашего автомата Калашникова. Да, совершенно верно. От АКМ там и так далее. Стандартный, наш обычный маленький патрон. Ну, удобство, два поршня стоит. То есть, в отличие от автомата Калашникова, в УСМ столько не летит всего. О, классно. Намного вот удобнее в обслуживании. Так, обслуживать его как, Леша? Я что-то не очень соображу. Что тут вынимается, что не вынимается? Тут элементарно. То есть открыли, вытащили. Да, все разбирается, все сделано не на нанотехнологиях, все имеет хороший вес, все имеет хороший размер. То есть здесь потеряться чему-то невозможно. Ну, то есть, даже вот по затворной раме видно, как это все массивно сделано. Да. И, ну, как обычно, ребят с казенной части туда все это прочищаем, отсоединив ДТК. Это же первоначально делался не гражданский карабин, это войсковое было оружие. А у нас как делают для солдата? Чем проще, тем лучше, чтобы ничего не сломать и не потерять. Конечно. И в удобство эксплуатации. Да. Все очень просто и удобно. Блин, я, честно говоря, вот так ждал его пострелять, а сейчас смотрю, Леш, ну...
Ну да, но автомат Калашникова, как будто на него это увеличительным этим бахнули и растянули Нет, его. он подлиннее не намного, 10 и 10,5 сантиметров длиннее автомат Да Калашникова. ладно. Да, всего Всего-то 10 сантиметров. окажется, да, как будто прям прилично. Да, ну за счет Ну тут ДТК. ДТК еще у Да, нас. да, да. Сейчас возьмем, кстати, тигрульку еще. Вот тоже. Вот так давай поставим. Казалось бы, да? Разные оружия, разных мастеров. Да, Но как-то странно все до очень боли похоже. знакомые черты. До боли знакомые черты. Да, это у нас, соответственно, гражданина снайперская винтовка Драгунова, а это у нас, соответственно, карабин Симонова. И как-то тут закрадываются смутные сомнения. Вот, не все ли это автомат Калашникова? Да, да, да. Ну, это я так. Причем интересно, Леш, я пытался найти. Серега мне там что-то даже объяснял за кадром, пока мы ехали. Почему это карабин, а это винтовка? Я не понимаю вообще, в чем дело, Леш. Ты не знаешь, в чем разница? Потому что ведь винтовки бывают полуавтоматические, карабины бывают Но сейчас полуавтоматические. в данный момент это все у нас карабины. Да. Это гражданские варианты, Да. поэтому это все называется карабины. Да, при том, что мы, да, с тобой снимали это, снимали там мы потом еще именно СВДшку, нарезы одинаковые с военными сейчас. Ну, почему это карабин, а это винтовка, я вообще, не могу понять, Леш. Ну, это как у нас обычно, Ну, блядь, моряки Чтобы ходят. запутать врагов из стран НАТО. Правильно. Вот, ответ мы, как говорится, нашли. Нашли Да, долгими изысканиями. да, убираем тигра. Как и корабли, да, у нас ходят, блядь. Как иностранцу объяснить, блядь, что корабль ходит у нас Да. куда-то, блядь. Он не плавает, а ходит. Ну, это ладно, переводчики там пускай. Да, Мучаются и страдают. Мы-то знаем, кстати, почему так, если кратко расскажу. Потому что бурлаки, когда тянули баржи, Мгм. они шли по берегу. Поэтому говорят, что корабли ходят. Ну, это одна из версий, опять же, лингвистов, да. я смотрел, да. Хер его знает, как там на самом деле. Почему художник картину, блядь, пишет, я не знаю, они рисуют. Ну, как ты пишешь, блядь, возьми ручку и пиши тогда. Что ты Ну, кисточкой? может, он так и творит, Да. а потом получается. Но то, что мы предмет в видим. школе рисование. Как же, блядь, они же пишут, блядь, картины там на этом предмете. Ну, то есть такая ситуация у нас странная, да, это надо разбираться. Кстати, кто знает, почему пишут, а не рисуют, напишите в комментариях, и может я с бурлаками, кстати, ошибся. Отличие от карабина от винтовки. Да, и самое главное, да, в чем отличие карабина от винтовки, потому что, я запутался, Лех, честно, я не Ну. понимаю, блядь. Ну, все одинаковое, блядь, это называет конструктор карабин, блядь, этот винтовка, какой хуй. Ну, Мосинка, понятно, винтовка, она всегда винтовка Да. была. Ее карабином, как-то язык даже не поворачивается назвать. Вот винтовка. Это да. Это вот, да, карабин. Вот я на него смотрю, Это мне карабин. хочется карабином назвать. Ну, повторюсь, вот тигр, блядь. Вот она СВДшка у нас там есть, да, и про тигр, и про СВД. Блядь, я не знаю, а он, мне кажется, уже как винтовка выглядит. Хотя вроде тоже карабин. Не пойму, блядь. Непонятная ситуация вообще какая-то. Убираем. Чтобы запутать врагов. Вот. Самое простое логичное объяснение. Да. Имейте в виду. М4, кстати, это что, винтовка или карабин? Винтовка? Винтовка. Почему это винтовка, блядь, если она По полуавтоматическая? сути, это карабин. По сути, это карабин, а это вообще автомат, если так разобраться, Да. если боевой брать М4. Короче, вот почему птица на ветке сидит, а на столе стоит. Да. Загадка. Загадка. Ладно, это мы ушли далеко. Да, да, Сейчас, да. короче, постреляем. Там бревно заготовили здоровое. Можно, такое. в принципе, здесь очень простое приспособление. с рук можно? Да, можно с А- рук. Ага. Снимается элементарно с открытых. Крестик не видно, Леш, я посмотрел. Ага. Вот. Может, тогда сейчас снимем, сразу с рук постреляем. Что-то у нас расстояние 30 метров. Да, да. Чисто по приколу, просто постреляем по баллону железному. Мы, правда, мелкашку блядь, Шатили. мелкашкой изрешетили. Да, смотрите видео там про мелкашку, вот здесь будет. Постреляем короче... А вы что, мне эти все расстреляли, что ли? Андрей, почему ты сказал все, до свидания? Да-да. Короче, мы там заготовили, рассказываю, блядь, книги. Мы их, старые книги, понятно, макулатура. Мы их обвязали, чтобы видно было выстрел, блядь. Я их поставил, ходил. Тут у нас лужа, океан. Видимо, сейчас я пойду, Сережа заснимет, как я опять туда пойду их подымать. Причем они, наверное, в воде теперь там все утонули. Заметь, пойду, не поплыву. Да, попытаюсь пойти. Бревно, короче, пиздец, пойду, блядь. Короче, сейчас будем стрелять. Смотрите на канале «Веселые приключения Бороды».
Я, по-моему, все-таки зачерпнул. Чуть-чуть. Как говорится, с Божьей помощью. Дошел. Вот рано пошел, надо было вон на соседней галерее эти ящики. Ну, живо будем, не помрем. Бля. Ой! Ой-ой-ой! Все, значит, слева во вторую. Ага. Ага. Я ее аннигилировал. И самая крайняя справа, да, 4? Да. Аннигилировал. Насквозь. И в пенек. Бревно. Ага. Походу насквозь прошло, судя по тому, что это. Ну, посмотрим, сходим. Ну и можно еще раз по пеньку, Леш, на всякий случай. Тогда, ну да, сейчас тогда стреляю по пеньку и потом по баллону. Давай. Есть, вижу. Поход насквозь. Ну и теперь по баллону. Ну, это понятно, что насквозь. Хочу сказать, этот патрон проходит насквозь. И это прям видно невооруженным глазом. Возвращаем наш квадрокоптер. Пойдем по красоте над водой. Опа, Стреляю? Вот опа, а? По низколетящей цели. Не надо. В инструкции для СКС написано до 500 метров по летящей цели. Да? Зарядочку, Леш, покажи, пожалуйста. Просто патрон ставишь и нажимаешь на него пальцем. А, как в Мосинке. То Просто есть... ставишь его и пальцем. Ага. То есть зарядка у нас практически как в Мосинке. Да. Угу. Так, чтобы у нас спустить... как, Леш, теперь что на сделать? себя затвор. И просто... отпускаем. Ага, Это все. же с Калашниковым мы сравниваем. Ну да. Все элементарно. Да, здесь причем, обратите внимание, хват вот какой. Ну, можно стрелять, конечно, так, но неудобно. Неудобно, да. Как уже снайпера стреляют. То есть вот классическая стрельба у нас. А, дымочек какой. Прекрасно. Слушайте, а мне понравилось. Это хорошо с ДТК. Да, Он кстати. Глушит очень хорошо. Ну и заметь, отдачи с него практически нету. Да, вообще отдача. Отдачи нету за счет веса. Вес, плюс тут затыльничек у нас, Тыльник, да, такой да. стоит. Плюс пульк все-таки 39-я гильза, а не 54-я. Да. Расскажу историю, кстати, ребят, и Леш, тебе тоже, и вам. Значит, третьего дня снимаем мы, у нас вышло на канале этот СВД Пашкина. Она в тюнинге вся. Да, я У тебя Тигр смотрел. же обычный, а это вся в тюнинге. А у него приклад, а я мимо ушей пропустил, когда он раскладывал. А приклад отъезжает сам от отдачи. Ну, я не будь дураком, близко встаю к прицелу. Я первый раз такой приклад встретил. Она мне в лоб прям бабах при выстреле. Я не пойму, я говорю, Паша, ты что такое, блядь? Он говорит, так приклад же у тебя ходит. И за счет этого приклада Паша-то думает, что у него отдачи нет, а наоборот, кажется, что отдача как будто есть, потому что ружье съезжает. Демпфер, Стрелять да. неудобно вообще. Мы на ножках вот здесь лежа, я как раз стрелял, но меня когда в лоб ударил, ножки скользят, лед был. Еще она уходит, то есть ты не поймешь вообще, как тебе ложиться. Но мне, короче, вообще такой приклад не зашел. Вот классика, все. Упер конкретно и знаешь, что тебе, блядь, в лоб И ничего не конкретно прилетит. ничего не нужно упирать, потому что... Ну да, отдачи отдачи-то её нет, да, не как таковой. существует, Ну, да. если мы говорим про твой Тигр, тоже, потому что 7,62 на 54, ну, понятно, это не Магнум 12 калибр. Да. Все равно. Ну, это приятная такая, немножко вот, просто приятный такой толчочек. Все. Толчочек, да. Какая там отдача, ладно, людей смешить. Вот, короче, оружие замечательное, СКС, огромная история. Да. 15 миллионов все-таки стволов выпущены. Все, что, подписывайтесь, не забывайте, мы на ранчо, лайки, колокольчики. Приезжайте, стреляйте. Конечно, кстати, напишите, мужики, кто если охотится с СКСом, что брали, что не брали, на расстояние какое летит все-таки, да. Ну и вообще какие-то, может быть, положительные С моменты. данного карабина что только не брали. Вот, на том и завершим. Подписывайтесь. Пока-пока.